Здравствуйте всем! Рада вас видеть на своем канале, и этот канал о вязании. Те, кто вяжет вместе со мной, то знает, что я на этом канале в основном вяжу игрушки из плюшевой пряжи. Часть МК принадлежит мне, часть я беру в открытом доступе и немного их меняю, что-то прибавляю, что-то увеличиваю, что-то убавляю. То есть все на мое усмотрение. Если вы присоединились ко мне только сейчас и хотите вязать вместе со мной вот такие вот замечательные игрушки, то не забывайте подписываться на мой канал. Также жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Это первая часть о вязании вот такого вот мишуточки. Схема принадлежит мне. Мишка у меня приблизительно 25-28 сантиметров. Ножки и ручки у нас ввязываются по мере вязания. Голова у нас вяжется вместе с телом. Цельно она вяжется. Кстати, мордочка, ушки и хвостик у нас пришивные. Также использую я глазки на безопасном креплении. Вот как видите, я связала потом отдельно шарфик. Кстати, вы можете свою мишутку украсить так, как вам нравится. Если это будет девочка, то можете связать, либо сшить юбочку, добавить бантик, либо если это мишка, либо ему шортики связать, либо вот такой вот шарфик, как сделала это я. Украшаем мишку уже все на ваше уже усмотрение. Вот такой вот мишка у меня получился. Если вам нравится, если вы хотите вязать его вместе со мной, то пожалуй, начнем. Начнем мы с материалов. Использовать я буду вот такой вот цвет. Хочу связать вот такого вот нежного мишуточку. Кстати, я даже не знаю, какой это цвет. Это светло-сиреневый и не сиреневый. Непонятный цвет, но явно, что очень нежный. Вот хочу связать такой. Также нам нужна плюшевая пряжа белая. Это вот для оформления, вот для того, чтобы связать личико. Также вот сделать оформление на глазки, то есть совсем чуть-чуть. И вот здесь вот, как вы видите, на лапках, на ножках мы вот вяжем белым цветом, поэтому совсем чуть-чуть. Кстати, о носике. Если вы хотите использовать пришивной, либо который клеится носик, то можете использовать его. Так как у меня не было, я все-таки сделала вот так, сшила носик из плюшевой пряжи. Глазки я использую вот такие вот 14 миллиметров, хочу вам показать. Я пробовала использовать 16 миллиметров, но они оказались намного большие, мне не очень понравилось. Вот такие вот они 14 миллиметров, поэтому советую все-таки вам очень большие глазки не использовать. О нитках я сказала, о глазках я сказала. Наполнитель мы будем использовать холофайбер, вот такой вот. Советую вам все-таки не использовать вату, потому что знаю, что некоторые вяжут и используют вату, но это плохое сочетание с игрушками, потому что, если честно, потом вы эту игрушку постирать не сможете, и ваш труд на смарку. Жалко, все-таки это очень большой труд, вязать, время, материал, расходы. Все-таки лучше взять туда наполнитель получше. Наполнитель я использую холофайбер. О крючках что я хочу сказать: все-таки у меня нету единого крючка, и я использую несколько, то есть 4,5, 3,5 и даже 2,5 миллиметров. Это мой вспомогательный крючок. Это для убавок и там, где мне очень сложно найти петельки. 3,5 это в основном я все-таки вязала из белой пряжи, потому что она у меня намного тоньше оказалась. А 4,5 я вязала вот из этой пряжи. Кстати, по мере вязания я уже пойму, 4,5 крючком буду вязать или 3,5. Поэтому о крючках я вам ничего не могу сказать. Все-таки вы сами должны будете выбрать. Также нам нужна будет обязательно зажигалочка. Старайтесь ее обязательно использовать для того, чтобы поджигать концы, чтобы они все-таки в конечном итоге не распускались. Еще хочу сказать о деталях. Если вы сейчас будете вязать вместе со мной ручку, потом обязательно свяжите сразу же вторую. Не оставляйте ее на потом, не переходите на ножку, либо на личико. То есть, если у нас есть парные детали, то есть это ножки, ручки и наши ушки, то обязательно мы их вяжем сразу. То есть сразу две ножки, либо сразу две ручки, либо сразу две ушки. Не оставляем на потом. Так как если вы оставите вторую часть, то есть вторую ножку, либо ручку на потом, то она окажется у вас намного меньше, либо намного больше той, которую вы связали до этого. Потому что ваши руки отдыхают. Уже когда вы начинаете вязать, они уже опять по-другому меняются. То есть получается, что все-таки, как бы вы ни хотели, вы не можете сделать одинакового размера. И потом вам придется опять перевязывать. Чтобы такого не происходило, связали одну ручку, связывайте вторую. Связали ножку, довяжите вторую. Все, начнем тогда вязать уже с ручек. Ручку мы начинаем вязать с белой пряжи. Делаем кольцо. Кстати, я беру крючок поменьше. И затягиваем его. Дальше я делаю 2 воздушные петли. Раз
и 2. Затем во вторую, вот в первую воздушную петлю я вяжу 6 столбиков без накида. Так как плюшевая пряжа часто рвется, поэтому я обычно не делаю кольцо, а делаю 2 воздушные петли. 3, 4, 5 и 6. Я связала в кольцо 6 столбиков без накида. Дальше я перехожу во второй ряд. Во втором ряду мы будем вязать с вами 6 прибавок, то есть в каждую петлю мы будем с вами вязать по 2 столбика без накида. Нашла первую петлю. Кстати, вот этот хвостик я захватываю вместе с собой и буду ввязывать его в ряд. Первый столбик без накида, туда же второй столбик без накида. Нахожу следующую петлю. Кстати, белая нить, совсем сложно найти петли. И также продолжаю делать прибавку. 2 прибавки я сделала. Опять нашла петлю. 3 прибавки. Как я и говорю, в каждую петлю мы вяжем по 2 столбика без накида. Кому сложно найти во втором ряду уже в белой пряже петли, то обязательно используйте маркер для того, чтобы отметить конец либо начало ряда. Ну все, как вы видите, я уже связала 6 прибавок. У меня 12 петель, и в данный момент я буду уже смену нити делать. Поэтому последнюю нить, которую я провязала под петлю столбик без накида, я ее распускаю, и на крючке у меня 2 петли. Кстати, дальше можем уже оторвать нашу нить. У нас на крючке 2 петли, и теперь мы берем нить основного цвета. У меня вот светлая сирень, а вы же берете ту, с которой вы будете вязать своего мишку. И провязываем эти 2 петли вместе. То есть получается во втором ряду последнюю прибавку, получается, мы провязали с вами сменой нити. Таким способом мы сделали смену нити. Мы до сих пор во втором ряду, у нас 12 петель. Мы переходим на третий ряд. На третьем ряду мы будем делать прибавку. Кстати, когда мы будем делать прибавку, вот эти 2 хвостика не забудьте ввязать в ряд. Кстати, вот эти кончики нужно будет немножко подпалить, чтобы в дальнейшем они не распускались. Вот этот тоже хочу немножко подпалить. Он распускается. И начнем вязать третий ряд. В третьем ряду мы делаем, хочу найти первую петлю, если получится. Нашла. Забираю вот эти 2 хвостика. Делаем 1 столбик без накида. В следующую мы вяжем прибавку, то есть в одну петлю мы вяжем 2 столбика без накида. Также забираю вот эти хвостики в ряды и провязываю их вместе столбиками без накида. И так мы вяжем до конца ряда. 1 столбик без накида, 1 прибавка, 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так мы вяжем 6 раз, и в конце ряда у нас должно быть 18 петель. Я провязала третий ряд. На третьем ряду мы сделали с вами 6 прибавок, и у нас 18 петель. Теперь я хочу уже поменять свой крючок. Уже на этом ряду вы можете использовать маркер. Маркером вы можете использовать вот такой вот маркер, либо все-таки взять ниточку, то есть все, что у вас есть под рукой. Кстати, маркером я отмечаю конец ряда, вы же можете отметить либо начало, либо конец, это все как вам удобно. Ну все, с маркером мы разобрались. На третьем ряду мы сделали прибавки, у нас 18 петель. Теперь 4-7 ряды мы вяжем по 18 столбиков без накида, то есть 4 ряда мы вяжем без изменения по 18 столбиков без накида, а затем уже с вами встретимся. Я провязала 4 ряда без изменения по 18 столбиков без накида, и в данный момент мы с вами на 7 ряду, и у нас 18 петелек. Мы переходим на 8 ряд. На 8 ряду мы будем начинать делать с вами убавки. Для начала мы вяжем с вами 4 столбика без накида, то есть в каждую петлю по 1 столбику. 2 столбика без накида, в следующую 3 столбик без накида, в следующую 4. Я провязала 4 столбика без накида. Теперь мы будем делать убавку. Для этого я все-таки хочу взять крючок поменьше. Вы же вяжете тем, который вам удобен. Дальше мы с вами вяжем 3 убавки. Убавки я вяжу за передние стенки, то есть с каждой петельки я беру первую переднюю стенку, вторую переднюю стенку и делаю убавочку. Одну убавку я сделала. Дальше я также продолжаю делать убавку за передние стенки, вторую переднюю стенку и провязываю их вместе столбиком без накида. Вторая убавка и последнюю, третью убавку за передние стеночки. Первая передняя,
Вторая передняя стеночка. Таким способом я провязала 3 убавки. Дальше мы будем вязать 4 столбика без накида, то есть в каждую петлю по одному. Один столбик без накида, второй столбик без накида, третий, четвертый. 4 столбика без накида я провязала. Дальше я вяжу одну убавку, то есть за передние стенки опять я вяжу одну убавку. Провязала одну убавку, до конца ряда у меня осталось 2 петли, я вяжу 2 столбика без накида, то есть один столбик без накида и в последнюю второй столбик без накида. Таким способом мы с вами закончили 8 ряд. На 8 ряду мы сделали 4 убавки и у нас 14 петель. Дальше мы переходим на 9 ряд, мы будем продолжать делать убавки, поэтому крючок я свой не меняю. На 9 ряду вяжем 5 столбиков без накида, в каждую петлю по одной. Один столбик, следующую второй столбик без накида, следующую третий, четвертый столбик без накида и последний 5 столбик без накида. Я провязала 5 столбиков без накида. Дальше мы с вами вяжем одну убавку и опять убавку мы вяжем за передние стенки. Провязала одну убавку, дальше вяжем 4 столбика без накида, в каждую петлю по одной. Один столбик без накида, второй, третий столбик и четвертый столбик без накида. Провязала 4 столбика без накида, дальше мы вяжем одну убавку, убавку мы вяжем за передние стенки. Я провязала одну убавку, до конца ряда у меня осталась одна петля, и я провязываю в последнюю петлю один столбик без накида. То есть мы с вами сейчас на данный момент закончили 9 ряд. На 9 ряду мы сделали 2 убавки и у нас 12 петель. Теперь уже мы можем наполнить нашу лапку. Лапку, кстати, мы наполняем только вот до этой части. Вверх у нас уже останется не наполненным. Кстати, когда вы наполняете, не наполняйте слишком много, не наполняйте слишком мало. Как бы чтобы игрушка не была ни жесткой и не слишком мягкой. Если она будет жесткой, то с ней не будет приятно играть. Если будет мягкой, то после первой стирки, то есть ваш холофайбер раскидается по всей игрушке, но вид уже будет невзрачный. Поэтому средней плотности наполняем. Ну все, я вот наполнила, мне этого достаточно. В этой части мы наполнили, как я и говорила, дальше мы уже не наполняем. Теперь мы переходим на 10 ряд. 10, 15 ряд мы вяжем по 12 столбиков без накида, без изменения. То есть в общем 6 рядов вяжем без изменения по 12 столбиков без накида, а затем уже с вами встретимся. Я провязала 6 рядов без изменения по 12 столбиков без накида. В данный момент мы на 15 ряду и у нас 12 петелек. Мы переходим с вами на 16 ряд. На 16 ряду мы вяжем 3 столбика без накида. Раз. В следующую второй столбик без накида, в следующую третий столбик без накида. Все, на этом наше вязание заканчивается. Мы наш ряд не заканчиваем. Для чего мы вяжем 3 столбика без накида? Также хочу вам сказать, что если бывает, что петля сдвинулась, мы пропустили, не довязали, перевязали. 3 столбика без накида я вяжу для того, чтобы сложить и соединить, связать ручки вместе. И ручки должны оказаться вот в таком вот виде, вот видите, поэтому петелька последняя должна оказаться вот здесь. Для этого вот у меня закончился ряд, я провязала 3 столбика без накида. Бывает, если ваша петелька сместилась, то есть вы не довязали, провязали, то вы можете довязать больше, либо провязать меньше. Все зависит все-таки, ну бывают ошибки, если честно, даже я их совершаю, поэтому я вам говорю, не обязательно здесь 3, бывает, если вы сдвинулись, просто добавьте, либо убавьте, но так, чтобы ваша петелька оказалась вот здесь. То есть, когда мы будем слаживать, видите, отсюда мы будем соединять. Ну все, теперь мы будем соединять нашу ручку. Для этого все-таки я хочу взять крючок поменьше. Маркер нам уже не нужен. Я его поменяю. Так, теперь вот здесь соединять мы будем с убавкой, для того, чтобы у нас здесь получилось 4 столбика без накида. То есть мы берем вот от крючка следующую петлю. Сзади мы также берем одну петлю и провязываем их вместе, связывая. Пытаюсь найти, но что-то мне не дает. Ну все, взяла и провязываю столбиком без накида. Один столбик без накида. Опять беру петлю впереди, беру сзади и провязываю вместе.
2 столбика без накида. Теперь мы будем делать убавочку, то есть беру спереди, сзади, вывожу нить, но не провязываем. Берем следующую петельку спереди, сзади, вывожу нить. Теперь видите, на крючке 3 петли, и мы провязываем их все вместе. То есть мы сделали таким способом убавочки и провязали здесь 3 столбика без накида. Осталось последний столбик без накида, но у нас здесь 3 петли. Для этого я беру петлю спереди, сзади, вывожу нить, но не провязываю. И вот отсюда сверху я захватываю вот эту вот одну петельку, тоже вывожу нить. На крючке у меня 3 петли. И связываю их вместе, тоже таким способом делая убавочку. Ну все, и получается по руке мы с вами провязали 4 столбика без накида, и у нас 4 петельки. Так, нить нам длинную оставлять не надо, так как я и говорила, что руки и ноги мы будем ввязывать по мере вязания, поэтому небольшой длины отрываем. Здесь я ее сейчас зафиксирую аккуратненько. И обязательно подпалите кончик, потому что неприятненько, если честно, когда, если вдруг бывает такое, вылезет с игрушки, чтобы хотя бы она не осыпалась. Ну все, видите, мы подпалили. Вы можете ее оставить так, а потом ввязывать, но я все-таки предпочитаю спрятать ее в игрушке. Так, забираю и аккуратненько прячем. Ой. И еще вот здесь зацепить. Ну все, видите, спрятала. Ну вот такая лапка у нас получилась. Так что вторую лапку мы вяжем по такому же принципу, как я и говорила. Сейчас вы также сразу переходите вязать вторую лапку, чтобы размер у нас не оказался разным. Я тоже свяжу вторую лапку, а затем мы с вами встретимся и уже будем вязать ножки. Ну вот, я связала вторую ручку. Вот, посмотрите, одновременно связав 2 ручки, поэтому они получаются одного размера. Надеюсь, вы тоже довязали вторую ручку, и теперь мы можем приступить к вязанию ножек. Ножки мы также начнем вязать с белой пряжи, с плюшевой, поэтому приготовьте белую пряжу. И для начала делаем, как обычно, кольцо. Я начинаю с маленького крючка. Распустилось колечко мое. Делаю кольцо, затягиваю его и делаю 2 воздушные петли. 1 и 2. Затем в кольцо я провязываю 6 столбиков без накида. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида туда же, 3 столбик. Если честно, я приблизительно вяжу наугад, потому что в белой пряже не видны петельки. 6 столбик. Все, я провязала 6 столбиков без накида в кольцо. И у нас сейчас закончили мы первый ряд, у нас 6 петелек. И переходим во второй ряд. Во втором ряду мы делаем прибавки, то есть в каждую петлю мы вяжем по 2 столбика без накида. Для начала хочу этот хвостик немножко обжечь. И тоже буду вязывать его в ряд. Нахожу первую петельку и провязываю в каждую петлю по 2 столбика без накида, таким способом делая прибавки. И в общем 6 прибавок, и в конце ряда у нас будет 12 петель. 2 столбика, 2 прибавки, то есть. Дальше опять нахожу петлю. Как я и говорю, петельки я обычно на белой пряже приходится искать наугад, поэтому если вы будете использовать крючок поменьше, то вам легче будет найти петельку. 4 и еще осталось 2 прибавочки у меня. 5 и последняя прибавка. Таким способом я закончила второй ряд, у меня 12 петелек, и мы переходим на третий ряд. На третьем ряду мы будем продолжать с вами делать прибавки, но для начала я хочу все-таки уже отметить свой конец ряда маркером, так как, если честно, как я и говорю, белой пряжи не видны петельки, чтобы хотя бы приблизительно знать, где заканчивать. Ну все, я перехожу на третий ряд. На третьем ряду мы будем продолжать с вами делать прибавки и вяжем таким способом. Делаем 1 столбик без накида, в следующую вяжем 1 прибавку, то есть в одну петлю я вяжу 2 столбика без накида. Таким способом мы вяжем с вами до конца ряда. 1 столбик без накида, 1 прибавка. Итак, мы провязываем 6 раз, и в конце ряда у нас будет 18 петель. Я провязала 1 столбик, 1 прибавка, 6 раз, у меня 18 петель. Теперь мы будем делать с вами смену нити. Для начала хочу немножко же кончик вот это обжечь на основную.
И вот последнюю, которую мы провязали столбик без накида, мы должны ее немножко распустить. На крючке у нас останется 2 петельки. И уже провязывать последний столбик мы будем основной нитью. Так я его провязываю. Получается, мы закончили с вами 3-й ряд. Белую нить я уже могу оторвать. Также немного хочу подпалить этот кончик, чтобы не распускался у нас. И эти кончики мы будем вязывать с вами также в ряды. И мы переходим с вами на 4-й ряд. На 4-м ряду мы будем продолжать делать прибавки и вяжем уже основной нитью. Вяжем для начала 2 столбика без накида. Кстати, вот эти вот 2 хвостика мы тоже забираем в ряд и провязываем их вместе. 1 столбик без накида. В следующую петлю вяжу 2 столбик без накида. Дальше мы вяжем одну прибавку. То есть в одну петлю я вяжу 2 столбика без накида. Раз и туда же 2. И так мы вяжем до конца ряда. То есть 2 столбика без накида, 1 прибавка, и мы провязываем с вами 6 раз. И в конце ряда у нас будет 24 петли. Я закончила 4-й ряд. На 4-м ряду мы с вами сделали 6 прибавок, и у нас 24 петли. Дальше 5-й и 6-й ряд мы вяжем без изменения, то есть 2 ряда мы провязываем по 24 столбика без накида, а затем уже с вами встречаемся. Я провязала 2 ряда без изменений, и в данный момент мы остановились на 6-м ряду, у нас 24 петли, мы переходим на 7-й ряд. На 7-м ряду мы будем делать убавки. Для начала мы вяжем 3 столбика без накида, то есть в каждую петлю по одной. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, в следующую 3-й столбик. Я провязала 3 столбика без накида, теперь буду делать убавку и хочу поменять крючок. Дальше мы вяжем с вами 6 убавок. То есть убавки мы вяжем за передние стенки. Я беру первую переднюю стенку, вторую переднюю стенку и вяжу убавку. Первая убавка. Дальше я продолжаю делать в таком же темпе 6 убавок. Вторая убавка. Также за передние стенки петелек. Третья убавка. Дальше мы продолжаем, как я говорила, 6 убавок. За передние стенки 4. И немножко вот здесь потуже делайте убавки, потому что мы постоянно делаем убавки, чтобы не образовались щели. Поэтому немножко вяжем потуже. По-моему, я сделала 6 убавок. Сейчас хочу посмотреть. 2, 4, 6, 8, да. Все, я сделала 6 убавок. До конца ряда у меня осталось 9 петель. И я провязываю 9 столбиков без накида. То есть в каждую петлю по одному столбику без накида я вяжу до конца ряда. Мы закончили с вами 7 ряд. На 7 ряду мы сделали 6 убавок. У нас 18 петель. Мы переходим на 8 ряд. На 8 ряду мы будем продолжать делать убавки. Для начала вяжем 3 столбика без накида. То есть в каждую петлю по одной. 1 столбик без накида, в следующую 2 столбик, в следующую 3 столбик без накида. Провязала я 3 столбика без накида. Дальше мы вяжем с вами убавки. Убавки мы вяжем за передние стенки. То есть 3 убавки мы делаем. За переднюю стенку взяла, опять хочу взять за переднюю стенку и провязываю вместе. Первая убавка, опять за передние стенки петелек, вторая убавка и последнюю 3-ю убавку я вяжу также за передние стенки. Провязали 3 убавки. До конца ряда у нас 9 петелек, да, до конца ряда у меня 9 петелек осталось. Вяжу 9 столбиков без накида, то есть в каждую по одной. 1 столбик, следующую 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот в последнюю я провязываю 9 столбик без накида. И теперь на 8 ряду мы сделали 3 убавки, у нас осталось 15 петелек. Мы переходим с вами на 9 ряд. На 9 ряду мы будем продолжать делать убавки. Для этого я вяжу 3 столбика без накида, в каждую петлю по одной. 1 столбик, в следующую 2 столбик без накида, в следующую 3. Я провязала 3 столбика без накида. Дальше мы с вами вяжем одну убавку. Убавку я вяжу за передние петельки, за передние стенки петелек. Сделала я одну убавочку. Дальше до конца ряда у меня 10 петель. Я провязываю в каждую петлю по одному столбику без накида. То есть 10 столбиков без накида мы вяжем до конца ряда. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и провязываю последнюю
10 петлю столбиком без накида. И на 9 ряду мы сделали одну убавочку, у нас осталось 14 петелек. Теперь дальше между 10 и 14 рядами мы вяжем без изменения, то есть 5 рядов мы вяжем по 14 столбиков без накида. Уже сейчас мы можем наполнить сюда наполнителя, так же как и в лапке. Наполнителем мы наполняем немного, но, кстати, в ножке мы немножко чуть выше тоже наполним немножко наполнителя, но чтобы затем нам не было сложно, поэтому на этом этапе советую все-таки вам уже немножко наполнить, чтобы потом тяжело не было наполнять. Ну, вот такая вот у нас ножечка, лапочка получается. Как я и говорила, 5 рядов вы вяжете без изменения по 14 столбиков без накида, а затем уже с вами встретимся. Я провязала 5 рядов без изменения по 14 столбиков без накида, и в данный момент мы с вами остановились на 14 ряду. У нас 14 петель, мы переходим на 15 ряд. На 15 ряду мы вяжем 12 столбиков без накида, то есть мы не довязываем с вами ряд, оставляя в конце 2 петельки. Это нам нужно для того, чтобы мы уже будем соединять с вами ножку, поэтому мы, не довязывая ряд, на 15 ряду вяжем 12 столбиков без накида. Ну все, я провязала 12 столбиков без накида. Кстати, на этом этапе нам нужно немножко уже наполнить наполнителем. Наполнителя я хочу убрать крючок немножко. Наполняем не очень много, то есть должно быть мягкое, но вот здесь, чтобы вот до сюда, вот, чтобы придать немножко форму. Совсем немножко добавляете, вот видите, вот так мы потом мы будем привязывать ножку, соединять вместе и привязывать к телу его, вот, чтобы хотя бы здесь, чтобы немножко было наполнение. Ну все, вот видите, вот сверху 3 ряда я в принципе оставила свободными, здесь у меня наполнителя нету. Теперь мы можем соединить ножку. Соединяем ножку, поэтому наша петля, почему мы провязали на 15 ряду 12 столбиков без накида, чтобы наша петля осталась вот здесь посередине сзади, чтобы при соединении вот так ножка у нас соединилась ровненько. Поэтому если вдруг ваша петля сдвинулась, то обязательно провяжите таким способом, чтобы она осталась вот здесь посерединке. Теперь мы будем с вами соединять нашу ножку. Для соединения вот 2 ножки мы также будем делать убавочку, как на ручке, и будем провязывать здесь опять столбиков без накида. То есть я беру петлю спереди, беру сзади и провязываю 1 столбик без накида. Дальше опять беру спереди, сзади, 2 столбик без накида. Сейчас я буду делать одну убавочку. Беру спереди, сзади, вывожу нить, но не провязываю. Беру опять в следующую петельку спереди, сзади, опять вывожу нить, на крючке 3 нити у меня, 3 петельки, и я провязываю их вместе, таким способом делаю убавочку. И получается, здесь мы с вами уже провязали 3 столбика без накида. Дальше осталось еще 2. Беру спереди, сзади, связываю столбиком без накида 4, остался 5. Здесь у меня 3 петельки осталось, так же как и на ручке. Я беру петельку спереди, петельку сзади, вывожу нить, не провязываю и забираю все-таки вот этот оставшийся сверху петелечку, тоже вывожу нить, на крючке 3 петельки, провязываю их вместе, как бы вот одну петельку делаю убавочку. Таким способом мы провязали с вами 5 столбиков без накида по ножке. Так же как и на ручке, мы оставляем нить коротенькую, длинная она нам ни к чему. Также хочу немножко ее подпалить. Вот здесь ее зафиксирую и эту нить уже спрячу в ножке. Аккуратненько фиксируем, так сверху, аккуратненько. Хочу вот в этой части ее взять сверху, цепляю и прячу ее в нашей ножке вот таким способом. Ну все, нить у нас запрятана. Вот так выглядит наша ножка. К телу она будет привязываться вот в таком вот виде, вот так. Поэтому вторую ножку также сразу вяжем, а затем уже перейдем к вязанию хвостика. Кстати, хвостик мы будем вязать с вами основной нитью. Для начала делаем кольцо, крючок я взяла поменьше, затягиваю его и делаю 2 воздушные петли. 1, 2. После того, как мы сделали с вами 2 воздушные петли, в кольцо мы вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3 столбик,
Этот хвостик захватываю. 4, 5 и 6. Мы провязали с вами первый ряд, и у нас 6 столбиков без накида. Этот кончик немножко хочу поджечь зажигалочкой. И мы переходим во второй ряд. Во втором ряду мы будем с вами делать прибавки. То есть в каждую петлю мы будем с вами вязать по 2 столбика без накида. В общем, делаем с вами 6 прибавок. Забираю вот этот хвостик. И в одну петлю я вяжу 2 столбика без накида. И так мы вяжем с вами до конца ряда. В общем, провязываем 6 прибавок, и в конце ряда у нас будет 12 петелек. Я довязала второй ряд, и у нас 12 петель, сделали мы 6 прибавок, и переходим на третий ряд. На третьем ряду мы просто будем делать убавочки. Вот так немножко разворачиваем хвостик, и таким способом будем продолжать делать убавочки. На третьем ряду мы вяжем 1 столбик без накида и вяжем одну убавку. Убавку я вяжу за передние стенки. И таким способом мы вяжем до конца ряда. То есть мы вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка, 1 столбик без накида, 1 убавка. Так мы вяжем с вами 4 раза, и в конце ряда у нас будет 8 петелек. Это я уже второй вот довязала. Опять вяжу 1 столбик, еще одну убавочку за передние стенки, третий и последний 1 столбик без накида, и последняя 4-я убавочка у меня. И в конце ряда у меня 8 петелек. Вот такой хвостик у нас вот получился. Теперь нить вы можете, если будете пришивать этой нитью, то оставить ее подлиннее. Если вы не хотите пришивать плюшевой нитью, то тогда отрывайте ее покороче. Я пробовала плюшевой, она у меня почему-то рассыпается, ну, намучила меня, если честно, поэтому я буду пришивать ее все-таки обычной нитью, хочу пришить. Поэтому хвостик я хочу нить отрезать покороче, она мне не нужна. Подпаливаю кончик и уже вот здесь вот хочу зафиксировать вот таким способом. Все, затем вот хвостик мы спрячем вовнутрь. Кстати, немножко можете потом заполнить наполнителем, совсем немножко, чтобы он не сплющился. Либо вы сейчас заполняете, либо когда вы начнете пришивать, тогда можно заполнить, но это все на ваше усмотрение. Ну вот, посмотрите, хвостик у меня получился вот таким. Так, ну все, хвостик у нас готов. Можем уже переходить к вязанию ушек. Крутится у меня хвостик. Ну все, теперь ушки мы вяжем также основным цветом. Ушки у нас вот у меня такого цвета. Подпаливаю немножко кончик. Что-то у меня эта плюшевая пряжа рассыпается уж слишком. Делаем кольцо и затягиваем его. Дальше я делаю 2 воздушные петли. 1, 2. Хочу все-таки крючок взять побольше, потому что этот плюш немножко у меня уже потолще. Все, я сделала 2 воздушные петли. Дальше я вяжу в кольцо 6 столбиков без накида. 1, туда же 2 столбик без накида, 3 столбик, 4, 5 и последний 6. Первый ряд мы с вами закончили, провязали 6 столбиков без накида в кольцо, и мы переходим во второй ряд. Во втором ряду мы будем с вами вязать прибавки, то есть в каждую петлю мы вяжем по 2 столбика без накида. Хочу взять петлю, но сложно ею взять, поэтому вот, как я и говорила, я поэтому использую обычно крючок чуть поменьше, все-таки возьму его. Иногда сложно взять петельку. Так что, когда мы будем вязать, обязательно берите этот хвостик и ввязывайте его между рядами, чтобы он не оставался все-таки. Вот, как я и говорила, вяжем 6 прибавок, то есть в каждую петлю по 2 столбика без накида. Вот одну петлю, в следующую петлю также я вяжу прибавку, то есть 2 столбика без накида. И так мы вяжем с вами до конца ряда. В общем, мы вяжем с вами 6 прибавок, и в конце ряда у нас будет 12 петель. Я закончила второй ряд. У нас на 12 петель на втором ряду. Мы переходим на третий ряд. На третьем ряду мы будем продолжать с вами делать убавки. На третьем ряду мы вяжем 1 столбик без накида, извиняюсь, не убавки, а прибавки. 1 столбик без накида, 1 прибавка.
И таким способом мы вяжем до конца ряда. То есть один столбик без накида, в следующую петлю мы вяжем прибавку. И таким способом мы вяжем 6 раз, один столбик, одна прибавка. И в конце ряда у нас будет 18 петель. Я закончила третий ряд. На третьем ряду мы сделали с вами 6 прибавок, у нас 18 петель, и мы переходим на четвертый ряд. На четвертом ряду мы вяжем без изменения 18 столбиков без накида. То есть в каждую петлю мы вяжем по одному столбику без накида. В общем 18 столбиков без накида. И в конце ряда у нас будет 18 петелек. Я провязала один ряд без изменений, у меня 18 петелек, и мы уже заканчиваем наше вязание. Будем связывать ушко вместе. Для этого я хочу поменять крючок, затягиваю, и будем просто связывать каждые петельки столбиком без накида. То есть я беру спереди, беру сзади и провязываю столбиком без накида. Один, также спереди, сзади второй столбик без накида, спереди, сзади третий столбик, и так до конца ряда. Четвертый, опять спереди, сзади пятый, шестой столбик без накида, седьмой столбик без накида. В конце у меня осталось 3 петельки. Буду захватывать и провязывать последнюю петельку вместе. То есть беру спереди, сзади и беру вот боковую петельку, вывожу на крючке 3 петли, провязываю их вместе, и таким способом мы связали наше ушко вместе. Вот такое ушко у нас получается. Кстати, ушки я буду пришивать обычной нитью. Этой плюшевой нитью я шить не буду, как я и говорила, что я уже пробовала, и она мне, ну, очень меня сильно помучила. Вот, не хочу повторять опять, поэтому мне легче пришить другой нитью. Но, конечно, как я и говорю, если вы хотите, вы можете оставить подлиннее плюшевую пряжу и пришить ею, если у вас плюшевая пряжа, ну, очень хорошая и особо вас не мучает. Ну вот, теперь оставшуюся нить обязательно прячем в нашем ушке. Прежде чем как спрятать, я ее подпалила. Все-таки хочу немножко отрезать ее покороче, слишком длинная она остается. Опять подпалю ее. И вот остаточек тоже хочу спрятать. Ну все, вот таким способом оставшуюся ниточку мы спрятали. Второе ушко мы вяжем точно так же. Я провязала второе ушко, вот такие вот у нас получилось, поэтому второе ушко вы тоже вяжете точно так же. И теперь мы можем переходить с вами к вязанию мордашки. Мордашку мы будем с вами вязать белым цветом. Вот эту вот мордашечку, вот посмотрите, вот эту часть мы будем с вами вязать белым цветом. Для начала, для белого цвета я хочу взять крючок поменьше, так как белая пряжа у меня чуть потоньше оказалась. Делаем кольцо и стягиваем его. Кстати, хочу немного кончик подпалить. Дальше делаем 5 воздушных петель. После того, как мы стянули с вами кольцо, мы делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3 воздушные петли, 4 и 5. Я провязала 5 воздушных петель. Дальше в следующую петлю, вот следующую мы будем уже начинать вязать. Видите, вот не эту петлю, рядом есть петля, ее мы тоже пропускаем. И вот в следующую, белая пряжа, не знаю, насколько вам видно. В следующем мы начинаем вязать. Для начала вяжем мы одну прибавку, то есть в одну петлю я вяжу 2 столбика без накида. Одну и туда же вяжу прибавочку. Я провязала одну прибавку, дальше я вяжу 2 столбика без накида. То есть в каждую петлю по одной. Один столбик без накида, в следующую вяжу еще один столбик без накида. Я провязала 2 столбика без накида. Теперь в последнюю воздушную петлю я вяжу 3 столбика без накида в одну петлю. То есть я беру вот одну петлю и вяжу 3 столбика без накида. Один столбик без накида, туда же я вяжу второй столбик без накида, и туда же я вяжу третий столбик без накида. Я провязала 3 столбика без накида. Теперь разворачиваем наше вязание. Здесь у нас остались полупетли. Здесь есть 3 полупетли, нам нужно провязать 3 столбика без накида. То есть наугад
Почему говорю наугад? Потому что ее не видно, поэтому приблизительно я нахожу наугад. Вот я нашла одну петельку, забираю вот этот хвостик в ряды и вяжу один столбик без накида. Опять нахожу полупетельку, забираю хвостик, вяжу второй столбик без накида и последний столбик без накида. Нам нужно провязать третий. Опять нахожу полупетельку и провязываю третий столбик без накида. Ну все, по этой стороне мы с вами провязали 3 столбика без накида. И теперь мы можем перейти на второй ряд. Для этого я хочу отметить маркером. И получается, на первом ряду у нас 10 петелек. Мы переходим на второй ряд. Видите, как бы он не соединен. Сюда, на втором ряду, мы будем с вами вот на этот хвостик, вот если вот вы видите, будем вязать туда 2 прибавки. Захватываю хвостик, захватываю вот этот хвостик и вяжу прибавку. Туда же вяжу еще один столбик без накида. Таким способом, получается, мы сделали сейчас одну прибавку. И в следующую петлю мы тоже вяжем прибавку. То есть во втором ряду мы провязали с вами 2 прибавки. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида. То есть в каждую петлю по одной. Один столбик без накида. В следующую я вяжу второй столбик без накида. Дальше мы вяжем 3 прибавки. То есть в каждую петлю по 2 столбика без накида. Петлю. Вот одна прибавка. В следующую петлю пытаюсь найти петельки, девочки, но совсем не видно. Ну, приблизительно хватаю петельку. Вторая прибавка и третья прибавка. Я провязала 3 прибавки, получается, вот по боковой стороне. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида. То есть в одну петлю 1 столбик без накида, в следующую еще 1 столбик без накида. Я провязала 2 столбика без накида. До конца ряда вот у меня осталась одна петелечка последняя. Вот где у меня маркер. Поэтому я ее убираю и вяжу одну прибавку. То есть в одну петлю я провязываю 2 столбика без накида. Таким способом мы с вами во втором ряду в общем сделали 6 прибавок, и у нас 16 петель во втором ряду. Опять на последнюю петельку я прикрепляю маркер. Вы же либо на последнюю, либо на первую, то как вам удобно. Мы провязали с вами второй ряд. На втором ряду мы сделали с вами 6 прибавок, и у нас 16 петель. Мы переходим на третий ряд. На третьем ряду мы будем продолжать делать прибавки. Для этого мы вяжем 1 столбик без накида. В следующую петлю мы вяжем 1 прибавку. Опять мы вяжем 1 столбик без накида и в следующую петлю 1 прибавку. То есть мы так провязали с вами 2 раза. 1 столбик, 1 прибавка, провязали 2 раза. Дальше мы вяжем 2 столбика без накида. То есть в каждую петлю по одной. 1 столбик, в следующую петлю еще 1 столбик. 2 столбика без накида я провязала. Дальше будем продолжать делать прибавки. Для этого вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка. Итак, 3 раза. Опять 1 столбик без накида, 1 прибавка. Это второй раз. И последний 1 столбик без накида и 1 прибавка. Так я повторила 3 раза. 1 столбик прибавка, 3 раза повторила. Дальше до конца ряда у меня осталось 4 петли. Вяжу 3 столбика без накида, то есть в каждую петлю по одной. 1 столбик, второй столбик, третий столбик. 3 столбика без накида провязала. У меня осталась последняя петля. В последнюю петлю я провязываю прибавку из 2 столбиков без накида. Провязала прибавку, и на третьем ряду у нас 22 петли, так как мы сделали с вами в общем 6 прибавок. Теперь мы переходим с вами на 4-й ряд. На 4-м ряду мы будем продолжать делать с вами прибавки. Вяжем 2 столбика без накида, в каждую петлю по одной 1, в следующую еще 1. 2 столбика без накида я провязала. Дальше мы вяжем 1 прибавку. И так мы вяжем 2 раза. То есть еще раз мы провязываем 2 столбика без накида, первый, второй и прибавка. То есть мы провязали с вами 2 раза так. 2 столбика прибавка, 2 столбика прибавка. Дальше мы вяжем 4 столбика без накида, то есть каждую петлю по одной. Раз, 2 столбика без накида, 3 столбика без накида, 4 столбика без накида я провязала. Дальше будем продолжать делать прибавки. Для этого вяжем прибавку. То есть в одну петлю мы вяжем 2 столбика без накида.
делаю одну прибавку. Дальше я вяжу 2 столбика без накида, в каждую петлю по одной. Раз, второй столбик без накида. Опять я повторяю прибавку. И опять вяжу 2 столбика без накида. Первый, второй. То есть я повторила так 2 раза. Прибавка 2 столбика, прибавка 2 столбика. Дальше я опять делаю одну прибавку. И до конца ряда у меня 5 петелек. Вяжу 5 столбиков без накида. То есть в каждую петлю по одной. Один столбик без накида, второй столбик без накида, третий столбик, в следующую четвертый столбик без накида. И в последнюю петлю я вяжу 5 столбик без накида. И получается, мы с вами закончили 4 ряд. На 4 ряду в общем мы с вами сделали 5 прибавок. И на 4 ряду у нас 27 петелек. Мы переходим с вами на 5 ряд. На 5 ряду в каждую петлю мы вяжем по одному столбику без накида. То есть 5 ряд мы вяжем без изменения 27 столбиков без накида. Я провязала 5-й последний ряд 27 столбиков без накида. И мы можем сделать с вами соединительную петлю и закончить уже наше вязание. Кстати, нить я хочу чуть-чуть подлиннее оставить. Буду пришивать плюшевой пряжей я вот этот вот, ну, чтобы нити были не видны нашу мордочку. Вы же можете ее оторвать, оставить покороче, если вам неудобно, либо можете оставить ее подлиннее, если будете пришивать так же, как я, плюшевой пряжей. Я слишком длинную оставлять ее не буду, потому что чем длиннее, тем быстрее она рассыпается, поэтому я буду пришивать немножко, потом опять поменяю нить, опять добавлю, ну, таким способом, поэтому не очень длинную, для меня так достаточно, потому что на первом мишутке я оставила длинную нить, и она, ну, очень быстро попортилась, можно сказать. Вот так я сейчас ее зафиксирую, поэтому я желательно оставлять чуть покороче, не совсем длинную, а потом просто буду добавлять. Ну, мне так удобно, если честно. Если вам неудобно, можете оставить длиннее, либо, как я и говорила, другой нитью пришить. Вот такая мордашечка у нас получилась, девочки. Все, на мордашечке мы закончили. Сегодня мы закончили все наши детали. То есть мы связали с вами ручки, ножки, ушки, хвостик и мордашку. Поэтому все детальки нашего мишутки готовы. В следующей части мы уже будем с вами вязать тельце, голову и уже соединять наши детали. На сегодня все. Всем большое спасибо, что вязали вместе со мной. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если понравилось, то не забываем ставить лайки. Также, если у вас есть вопросы, то задавайте мне их в комментариях, я обязательно на них отвечу. И всем до скорой встречи. Увидимся с вами в моем новом видео. Всем пока-пока.